Добрый день, всем привет! Сегодня поговорим на тему Chrome OS, Chromebook и конкретно Acer CB3 3 единицы. Что нам нужно в 22 веке? Ответ единственно правильный – это интернет. Ну и при помощи чего мы получаем сегодня интернет? Это PC или Mac. Ну что, вирусный раздолбай и тормоз или диковинка за миллион? Встречайте продукт от Google Chromebook. Он уже миллионами экземпляров разошелся по всему миру. Главная особенность хромбуков – доминирование веб-приложений над обычными функциями операционной системы. Немного громко сказано, а на самом деле все очень просто. Если у вас есть аккаунт от Google, то есть имя @gmail.com плюс пароль, я уверен, это у вас уже давно есть, поэтому через 5 минут вы сможете пользоваться хромбуком. И я сказал 5 минут, это не просто фигура речи, а действительно 5 минут, потому что настройка хромбука занимает именно столько времени, а его загрузка еще меньше времени. Занимает секунд 30-20, очень мало времени. Итак, что декларирует в связи с хромбуками Google? Что свойственно для таких устройств? Это предельная скорость загрузки, предельная скорость входа в интернет, предельная скорость получения и отправления электронной почты, тесная интеграция с интернет-сервисами, надежность работы, обеспечение безопасности в автоматическом режиме, автоматическое обновление. Автоматическое обновление не происходит так, как на Windows 10 красные экраны, что-то крутится и мы ждем, тратим минуты, десятки минут, часы порой. Здесь это происходит просто на фоне. В этом месте всплывает тучка, мы видим, есть обновление, нажимаем и происходит штатная перезагрузка. Это опять же 30 секунд, не более того. Аппарат до безобразия простой. И что самое главное, здесь нет вирусов. Чем же он отличается от стандартного PC? Ну, в первую очередь, небольшим разночтением по клавиатуре. Верхняя линейка клавиш – это функциональные кнопки, но свои функциональные кнопки. Первая кнопка такая же, как и у PC, это Escape. А дальше идут браузерные кнопки. Предыдущая страница, следующая страница, перезагрузка страницы, кнопка во весь экран, потом кнопка, которая показывает нам, что у нас загружено, какие окна, яркость, громкость и выключение, последняя кнопка, там где обычно Delete. Кнопки Windows, конечно, нет, зато есть кнопочка Search, она находится приблизительно там, где обычный Caps. У машины есть свои сочетания кнопок, которые упрощают работу с ней. Попервой это будет немного непривычно, но если вы запомните буквально 3-4 сочетания, у вас отпадут все вопросы и вы будете комфортно себя чувствовать. Первое – это переключение раскладки клавиатуры. Русский, английский и любой язык, который вы тут пробьете. Это Ctrl Space. Вторая кнопочка, в которой нету Delete, она у нас реализована за счет комбинации Ctrl Backspace. Ctrl держим, Backspace нажимаем. Скриншот. Скриншот, Ctrl и вот эта кнопочка, которая у нас показывает окна. Получается скриншот. Есть варианты скриншотов через Shift, это кнопка, Alt, это кнопка, можем часть окна, то есть варианты присутствуют гораздо больше, чем в Windows.
Печать обычное сочетание Ctrl-P. Принтеры, кстати, здесь настраиваются и замечательно себя чувствуют. Особенно сетевые или Wi-Fi. Chromebook можно рассматривать как компаньон вашему смартфону. Предусмотренная интеграция со смартфоном обеспечивает звонки через смартфон посредством Bluetooth. Разблокирование экрана Chromebook через смартфон. Теперь конкретно о модели CB3 3 единицы. Производство Acer. На борту находится Celeron N2830 Dual Core, 2,58 ГГц, 2 ядра, 2 потока, 22 нанометра технология. 2 ГБ DDR3 SDRAM, 16 внутренний накопитель eMMC. 1366 пикселей на 768 пикселей. Это 11,6 дюймов экран. Естественно, графика, как и все остальное, у нас от Intel. HD Graphics в данном случае. По бокам аппарата находятся два USB. С одной стороны голубой разъемчик, это USB 3.0. С другой стороны разъемчик обычный 2.0. Сзади находится порт HDMI. С левой стороны, вот такой широкий, это порт SD. Я пробовал до 64 гигабайт, должно быть и больше, 128. Угол раскрывания аппарата почти 180 градусов, что очень удобно. Вот так. На панели экрана располагается микрофон в левой верхней части, по центру камера и слева от нее индикатор работы камеры. Автономность заявленная около 8 часов. Я же наблюдаю автономность на нем 6-7 часов реально. Машина не боится вибраций. Ее можно потрусить, вот, походить с ней. Да, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!